За последние пару дней события, связанные с SEC и Binance, отошли на второй план, ведь сейчас все внимание сконцентрировано только на ФРС. 13 июня были опубликованы данные по ИПЦ США за май, которые превзошли все ожидания, ведь инфляция упала до 4%, что является самым низким показателем за последние 2 года. И на следующий день ФРС провела заседание, на котором было принято решение сделать паузу и оставить процентную ставку на старом уровне 5,25%. И казалось бы, все хорошо, инфляция падает, ФРС наконец-то приостанавливает повышение ставок, начало рецессии становится все менее вероятным, а значит рынки должны расти. Но, к сожалению, нет. Несмотря на то, что вчера ФРС сделал паузу, согласно прогнозам Центрального банка, им потребуется поднять ставку до 5,6% к концу 2023 года, а это еще минимум 2 повышения по 0,25%. После чего на пресс-конференции Джером Пауэлл сказал, что он не видит снижения ставки до тех пор, пока инфляция значительно не снизится, а это, по его словам, может занять аж целых 2 года. И я думаю, вы понимаете, что такое держать ставки на высоком уровне больше 2 лет. В таких условиях кредиты брать становится дороже, финансировать бизнес тоже дороже, экономика замедляется, а инвестиции, уж тем более в криптовалюту, уже не являются такими прибыльными из-за роста индекса доллара. На фоне вчерашних комментариев Джерома Пауэлла страдал не только фондовый рынок, но и крипта. Ведь за последние 24 часа биткоин упал на 3% до 25 тысяч, потянув за собой весь рынок, который только начал отходить от давления со стороны SEC. И многих интересует вопрос, что же будет с криптой и биткоином дальше. А на эти и многие другие вопросы вы получите ответ в этом видео. Сегодня мы разберем вчерашнее заседание ФРС, главные тезисы с конференции Пауэлла, проведем теханализ биткоина и узнаем, куда он будет двигаться дальше. Так что смотрите видео до конца, а за нашу оперативность поддержите видео лайком. Ведь как только мы наберем 800 лайков, мы выпускаем для вас новое интересное видео. Заранее каждому спасибо за поддержку и давайте начинать. Всем привет, друзья, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Вчерашнее решение ФРС по процентным ставкам это только начало, потому что в этом месяце нас ожидают и другие важные отчеты, которые активно влияют на рынок. Одним из таких является базовый ценовой индекс, после которого в прошлом месяце биткоин вырос на 2%. А узнать, когда объявят этот и другие важные отчеты, чтобы успеть к ним подготовиться, вы можете в нашем телеграм-канале, где мы сделали удобный список событий, которые вы можете себе сохранить и быть готовым к волатильности рынка. Также у нас в Telegram вы можете найти самые актуальные новости, поэтому обязательно подпишитесь, и так вы точно ничего не пропустите. Ну а мы начнем, конечно же, с самого главного, а именно заседания ФРС и главных комментариев Джерома Пауэлла. Как я уже говорил, вчера ФРС отказалась принимать 11-е повышение ставки подряд и решила сделать паузу. Это не было для нас сюрпризом, ведь все прекрасно понимали, что ФРС ставку повышать не будет, и об этом мы говорили в нашем прошлом видео. Но согласно прогнозам Центрального банка, которые опубликовали в среду, ФРС еще будет повышать ставку до 5,6% к концу 2023 года. Насчет будущих повышений мы также говорили в нашем прошлом ролике, но влияние на рынок стало куда сильнее после пресс-конференции Пауэлла. Свою конференцию он начал с того, что повышение процентных ставок более чем за год не повлияло на экономику. По этому поводу он сказал: «Мы повысили нашу процентную ставку на 5 процентных пунктов и продолжаем быстрыми темпами сокращать наши запасы ценных бумаг. Однако потребуется время, чтобы полностью реализовать влияние денежно-кредитных ограничений, особенно на инфляцию. То есть работы у ФРС еще много, и это нужно учитывать». Также, по словам Пауэлла, ФРС рассмотрит влияние на экономику, которое оказывает предыдущее повышение ставок, чтобы принимать решение, стоит ли повышать ставку в будущем или нет. Хотя и так понятно, что еще 2 повышения в этом году мы точно увидим. Насчет июльского заседания Пауэлл сказал, что решение еще не было принято, и принимать его будут, отталкиваясь от данных и ситуации, которая будет на тот период времени. Из положительного Пауэлл отметил только снижение инфляции и сказал: «Я бы почти сказал, что условия, которые нам необходимо создать для снижения инфляции, создаются. Хотя для ФРС важно, чтобы инфляция падала еще более быстрыми темпами. Вот поэтому Пауэлл не хочет делать паузу в июле. Причем он даже это паузой называть не хочет, а говорит, что это было исключением». Ну и закончил он свою речь тем, что он не видит снижения ставки до тех пор, пока инфляция не покажет значительное снижение. А это может занять пару лет. Ведь он сказал: «Снижать ставки будет уместно только в то время, когда инфляция действительно значительно
стремительно снижается. И опять же, мы говорим о паре лет вперед. Поэтому, скорее всего, нам стоит действительно подготовиться к еще 2 годам высоких ставок ФРС. После таких комментариев Пауэлла и многих чиновников ФРС, шансы на повышение ставки на 0,25%, которую объявят 26 июля, показали больше 70%. И это не странно, потому что все идет к тому, что ФРС продолжит повышать ставки до конца года. И вот так выглядят последние цели ФРС, в котором 18 участников ФРС указали свои ожидания по ставкам в 2023 году. 4 чиновника ожидают еще одно повышение ставки в этом году, а 9 ожидают 2. Еще 2 участника комитета добавили 3-е повышение, в то время как один из них увидел еще 4-е. И только 2 представителя ФРС дали понять, что в этом году они не увидят больше повышений. Но, скорее всего, будет еще 2 повышения в этом году, как считает большинство. Эта пауза от ФРС должна была стать положительной новостью для рынков, но комментарии и прогнозы Пауэлла полностью изменили настроение инвесторов. Биткоин упал на 4% до 25 тысяч, эфир также показал больше 6% убытков, монета ADA, которую SEC назвала ценной бумагой, потеряла еще 8% своей стоимости, а с другими альткоинами ситуация не лучше. Но в каждом нашем видео мы говорим, что падение рынка – это также отличная возможность, чтобы зарабатывать. И в этом вам, как всегда, может помочь наша подписка Coin22 Pro, благодаря которой вы каждый день будете получать качественный анализ рынка от наших аналитиков Coin22. Перед заседанием ФРС участники Pro заранее получили сделки и заработали от 40% прибыли на падении XRP, а также от 40% на шорт-сделках по монете Cardano. И таким образом зарабатывать могут даже новички, потому что перед началом торговли мы предоставляем пошаговое бесплатное обучение. Поэтому пока рынок дает возможность зарабатывать, не упускай свою потенциальную прибыль, а переходи по ссылке в описании и начни зарабатывать с подпиской Pro. Поскольку движение на рынке зависит именно от биткоина, давайте посмотрим, что с ним происходит прямо сейчас. Несмотря на недавнее падение, более крупные держатели крипты не сокращают свои активы в биткоинах. Данные сетевой аналитической фирмы Glassnode показывают, что уникальные адреса, содержащие от 100 до 1000 биткоинов, увеличили свои запасы биткоина после того, как SEC объявила о судебных исках против Binance и Coinbase, в то время как адреса, содержащие от 10 до 100 биткоинов, сделали точно так же. Эти данные совпадают со ставками финансирования, которые остаются положительными для биткоина, а также снижение биткоина на централизованных биржах. Хотя это и не особо бычий сигнал, данные подразумевают, что крупные биткоин-инвесторы в данный момент довольны своими позициями и, возможно, продолжат накапливать биткоин на текущих уровнях, как это было в феврале и в марте. Общая капитализация рынка криптовалют упала на 3,2% за последние 24 часа, до чуть больше $1 триллиона, с самого низкого уровня с середины марта, когда крипта выросла из-за опасений по поводу банков США. Сам биткоин опустился к локальным уровням сопротивления с августа прошлого года по февраль 2023. Конечно, трейдеры могут попытаться остановить падение вблизи этого уровня, но текущее снижение все еще находится в рамках нисходящего канала, который сформировался начиная с апреля этого года. Более значительная поддержка для биткоина находится около 200-дневной скользящей средней, а это около уровня $23 600 и выше. Биткоин несколько раз тестировал поддержку на уровне $25 300, что указывает на вероятное движение к 24 тысячам, но скорее всего рынок продолжит консолидировать убытки и будет двигаться в этом узком диапазоне после жестких ударов от SEC, а также ФРС. В то же время рынок альтов сталкивается с жесткими проблемами, поскольку доминирование биткоина приближается к критическому уровню сопротивления 50%, а это значит, что новый капитал идет больше в биткоин, что тормозит рост альткоинов. Но те, кто давно работают с криптой, прекрасно понимают, что данное падение не является критическим, поскольку в прошлом году после каждого повышения ставок ФРС биткоин показывал от 2 до 5% падения, и это было в порядке вещей. Ставки ФРС, конечно же, ухудшают настроение на рынках, так как из-за укрепления доллара инвестиции в рискованные активы, такие как акции и крипта, становятся не такими выгодными. Банки могут продолжать испытывать давление, а экономика, вероятно, покажет замедление. Но если смотреть на ситуацию с положительной стороны, то самые жесткие времена, когда инфляция была выше 8%, уже прошли, и данные ИПЦ падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как того желает ФРС. В любом случае, крипта будет восстанавливаться, когда давление ФРС начнет уменьшаться, тем более если следующие данные по инфляции покажут большее падение. А еще положительным фактором является то, что Binance и SEC наконец-то начали договариваться и идти на компромиссы, и судья отказалась выдавать документ на замораживание активов Binance USA, из-за чего биржа может спокойно работать и на крипту это не повлияет. Поэтому я не рекомендую вам паниковать, а уж тем более продавать свою крипту, которую с большим удовольствием по минимальной цене заберут себе киты и крупные инвесторы. Вчерашнее падение — это всего лишь очередной цикл коррекции, который нам стоит просто переждать. Так что набираемся терпения, ни в коем случае не паникуем и продолжаем следить за всеми последними новостями.
новостями, которые вы можете получать в нашем телеграм-канале. Также не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте вопросы и ваше мнение у нас в комментариях. И увидимся очень скоро. Всем желаю удачи, до скорых встреч!